Приветствую вас на канале Безинвест. Меня зовут Дмитрий. В этом видео мы поговорим про технический анализ рынка, о котором я вещал в предыдущем видео, и также мы затронем тему менеджмента в сфере трейдинга. В описании есть растолкование терминов. Приятного просмотра. Технический анализ рынка – это совокупность инструментов прогнозирования вероятного изменения цены на основе изменения цены в прошлом в аналогичных обстоятельствах. Иными словами, вы на основе закономерности в изменении цены можете спрогнозировать будущую цену актива. Сейчас мы пройдемся по всем видам технического анализа. Начнем с графического анализа. Этот вид анализа включает в себя графики, которые в прошлом показывали изменения в цене. К примеру, двойная вершина. В данном паттерне мы наблюдаем рост цены, которая доходит до конкретной точки, после чего происходит откат. Далее снова цена повышается до примерно такой же точки, и после этого начинается нисходящая тенденция, то есть цена начинает падать. Также существуют еще другие паттерны графического анализа, которых объединяет смена направления цены актива. Следующим видом технического анализа у нас будет индикаторный. Во время работы с данным видом технического анализа вы используете индикаторы, на основе которых происходят математические исчисления данных о товаре, которые помогут вам спрогнозировать будущий рост цены. Индикаторы делятся на три основных вида. Трендовые индикаторы, осцилляторы и индикаторы объема. Трендовые индикаторы дают достоверные сигналы на совершение операций на сильных трендовых движениях. Они представляют собой математическое усреднение цены, на основе чего можно спрогнозировать будущее направление цены, то есть тренд. Осциллятор – это опережающий индикатор. При определенных условиях они позволяют предсказать разворот тренда. Используют данный индикатор при ослабевании, то есть при уменьшении волатильности, либо при боковике, то есть минимальных подъемах и падениях цены. А индикатор объема используют для подтверждения или опровержения текущего движения объемом. Этот индикатор используют как дополнительный, и он демонстрирует уровень финансовой и эмоциональной вовлеченности покупателей и продавцов. Следующим видом технического анализа у нас будет волновой анализ, либо волновой принцип Эллиота. Этот принцип гласит, что рынки следуют определенным паттернам, именуемые волнами, которые являются результатом естественного ритма массовой психологии. Аналогом данного анализа есть приливы и отливы волн на море. Волновой анализ изобилует субъективными мнениями, так как тут есть неточные паттерны. Тут анализируются импульсы, большие скачки и коррекция отклонения от импульса, в ходе чего можете узнать, когда произойдет следующий импульс. Далее у нас свечной анализ рынка, который основан на японских свечах. Сама свеча состоит из тела и ее теней. Тело состоит из точки открытия формирования свечи и ее закрытия. Тело показывает максимумы и минимумы свечи. Существует множество комбинаций свечей, к примеру, бычье поглощение. Этот паттерн указывает на то, что покупатели превышают продавцов. То есть тренд будет сейчас направлен на рост цены. Другой пример – молот. Тут стоит обратить внимание на тень. Данная свеча находится внизу нисходящего тренда, сигнализирует смену направления цены. Остальные комбинации вы можете увидеть на картинке. Следующий метод у нас анализ уровней. Этот вид анализа создает такое понятие, как уровни, которые являются ценовыми пределами, за которые цена не может выйти. Провести пределы можно по максимумам и минимумам, и далее определить, когда будет следующий откат от уровня поддержки и сопротивления. Иногда линии могут пересечься между собой, что приведет к пробою уровня. Чаще всего пробивается горизонтальный уровень. Но бывает и такое, что более наклоненный уровень тоже может пробиться, так что будьте аккуратными. Последним видом технического анализа у нас является анализ зон накопления и распределения. Он использует уровни, возле которых формируется зона накопления и распределения. Зона накопления – это диапазон, где игрок набивает свою позицию, а распределение где закрывает. Ознакомившись со всеми видами технического анализа, хочу вам сказать, что нужно использовать как можно больше методов для подтверждения роста или падения цены. Подтвердить смену тренда должны не меньше 2 паттернов. Еще я хочу поговорить про такие понятия, как тайм-менеджмент, риск-менеджмент и мани-менеджмент. Начнем с тайм-менеджмента. Его важно использовать, если вы торгуете внутри дня, то есть занимаетесь дейтрейдингом.
Важно сначала выбрать правильную стратегию, а дальше уже решать, будете вы торговать внутри дня или нет. Тайм-менеджмент гласит, что надо соблюдать режим дня. То есть торговать не до того момента, пока начнет болеть голова, а торговать в определенное время по несколько раз в зависимости от стратегии. Риск-менеджмент представляет собой расставлением ордеров, о которых я также говорил в предыдущем видео. Это Take Profit и Stop Loss. Используют ордера для автоматизации торговли, то есть чтобы вы сидели меньше перед экраном и смотрели, когда же цена дойдет до вашего уровня. Обычно используют правило 1 к 3, то есть чтобы Take Profit был в 3 раза больше, чем Stop Loss к цене, иногда это может быть в 5 раз больше. Главное помнить, чтобы вы не убирали ордера с целью сохранения или увеличения прибыли. Если вы уж и поставили ордера, то следуйте своей стратегии до конца, чтобы была стабильность. Money Management используют для того, чтобы сохранить свои сбережения. Обычно люди распределяют свои деньги по пропорциональным частям, чтобы не вложить большую часть и не потерять ее. Биржа предлагает кредитное плечо или по-другому финансовый рычаг. Если вы берете кредитное плечо, то вы получаете заемные средства, чтобы получить больше прибыли. Для начинающих трейдеров не советую использовать большое кредитное плечо, потому что в случае провальной сделки вы потеряете больше денег, чем вложили. Начинайте использовать кредитное плечо только тогда, когда вы стали более опытными. В этом видео мы рассмотрели все виды технического анализа, а также обсудили менеджмент в сфере трейдинга. Надеюсь, что видео оказалось для вас полезным. Желаю удачных инвестиций и благодарю вас за просмотр.